Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Сегодня я вам покажу обрезку метельчатой гортензии сорта Limelight, но не совсем будет обычная обрезка. Эта обрезка называется многоярусная, либо каскадной ее еще называют, то есть она подразумевает расположение соцветий на растении на различной высоте, что повышает в целом декоративность. Подходит она не для каждого региона, потому что часть побегов будет обрезаться достаточно низко, и они будут цвести позже. Часть побегов будет обрезаться на более высокое положение, на большую высоту. Соответственно, почек будет оставляться больше, и они будут цвести в первую очередь. Вот такое будет постепенное цветение, и оно будет многоярусным. Сорт Limelight достаточно высокорослый сорт метельчатой гортензии среднего срока цветения, и у него такие вот фисташковые соцветия, достаточно крупные, сорт интересный. И сейчас я вот специально поставил сзади вот такой, видно, светлый экран, чтобы вам было видно лучше, как я буду обрезать, и заодно сразу покажу вам простую подвязку побегов, который обеспечит кустик лучшей устойчивостью и сформирует такой более компактный кустик. Это будет полезно тем садоводам, у которых мало места на участке, либо кусты метельчатой гортензии растут достаточно близко, вот как у меня, друг от друга. Ну и напомню вам, конечно, что обрезку метельчатой гортензии в весенний период проводить лучше до распускания почек, когда еще растение спит и нет такого активного сокодвижения. Более поздние периоды обрезка может ослабить растение за счет того, что будет выделяться большое количество сока из поврежденных обрезанных побегов. Поэтому вот как только сошел снег, сразу можно приступать к обрезке метельчатых гортензий. Нахожусь я в Московской области, и сейчас я вам покажу саму обрезку, как она делается. Сейчас побеги у меня достаточно высокие, где-то примерно около 1,5 метров в высоту. Есть сильные побеги, есть слабые. Сейчас покажу, что я оставлю, а что обрежу. И что значит многоярусная обрезка. Ну, давайте перейдем сейчас к низу, к центру куста. И начну я обрезку, как обычно, из центра куста. Конечно, в первую очередь удаляются вот такие тоненькие, слабые, подсохшие побеги. Здесь у меня бирочка с названием сорта. Удаляю пенечки, которые с прошлого года осталось. Ну вот сразу вижу побег слабенький. Я его также удалю. Вот тоже побег тоненький, он не нужен. Но в принципе вот эти побеги можно использовать для размножения гортензии черенками. Вот смотрите, осталось 4 сильных побега. Я, пожалуй, оставлю 3. Перед этим сейчас я смотрю, чтобы не было растрескивания коры, которые часто случаются с метельчатыми гортензиями. Вот есть побег. Видите, сейчас я вам поближе покажу, что значит растрескивание коры. Это очень неприятное явление. Вот видите, побег хороший, сильный, но у него треснула кора. Как поведет себя растение, сказать сложно. Бывают такие раны затягиваются, а бывает в дальнейшем побег засыхает. Поэтому я его пока оставлю в этом году. И вот эти 3 побега я также оставлю. А это будет как резервный. Посмотрим, что покажет год, как себя проявит это растение. Если побег нормально будет развиваться, возможно, что он останется и на следующий год в качестве побега, который будет выполнять роль одного из штамбов. Ну вот сейчас хорошо видно, что осталось у меня 4 побега. И теперь будем делать многоярусную обрезку.
самый высокий ярус я оставлю на той части растения, которая ближе к забору, чтобы его задекорировать. И обрежу я побеги. Давайте посчитаем, на какое количество почек. Вот пара почек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 пар почек. Высота при этом будет примерно около 50 сантиметров. Вот обратите внимание, что я обрезал не очень близко к почке. Это нужно для того, чтобы она не была повреждена в дальнейшем, чтобы здесь образовалась пробочка, раневая ткань, и быстрее побег затянул вот эту ранку. Соседний побег, который также у меня обращен к забору, я обрежу примерно на ту же самую высоту, ну, может быть, чуть-чуть пониже, буквально на 5 сантиметров. Вот таким образом. А вот эти оставшиеся 2 побега я обрежу более коротко. Сейчас я посмотрю. 1, 2, 3. Оставлю 3 пары почек вот на этом побеге. Хотя нет, оставлю его чуть повыше. 4 пары почек оставлю. Процесс обрезки творческий. А вот этот вот побег я чуть длиннее сделаю. 1, 2, 3, 4. Вот здесь я его и обрежу. Вот что получилось, если смотреть на растение сбоку. Вот этот побег самый низкий. Вот этот чуть повыше. Этот самый высокий. И этот немного ниже. Я бы даже вот удалил бы еще вот этот, сделал бы чуть покороче. Вот таким образом. Вот так мне больше нравится. И сейчас я дополнительно еще побеги между собой закреплю вот такой джутовой веревочкой. Она сложена пополам. Длина ее примерно около 50, может быть, чуть побольше сантиметров. И смотрите, как я сейчас буду связывать побеги. Беру петельку. Вот так обвязываю. Перехожу к этому побегу. Здесь вот так вот обкручиваю. Вот эти петельки нужно делать посередине междоузлия, между парами почек, чтобы их не закрыть. Вот одна пара почек, вот верхняя. Вот между ними. Здесь также делаю оборот. И вот здесь вот можно просто завязать на узелок. Итак, вот что у меня получилось в итоге после подвязки. Надеюсь, все хорошо видно и понятно. Надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.